К сожалению, сейчас нельзя доверять 100% медперсоналу. Это было бы идеально, если ты приходишь на роды, и все классно, и ты доверяешь. Человеческий фактор, который есть в любой отрасли производства, медицины, экономики, образования, неважно где. Человеческий фактор – это человек. И вот что заложено в голове человека, его уровень знаний и уровень опыта – это то, что определяет качество его работы. Поэтому, к сожалению, многое зависит от человеческого фактора, и мы от него избавиться не можем. И поскольку подготовка сейчас медперсонала на очень низком уровне, то то, что мы видим, наблюдаем именно некачественные медицинские услуги, это практически на всей территории мира, то есть во всех странах. И хуже всего там, где именно система здравоохранения на очень отсталом низком уровне, при этом нет контроля действия врачей и акушерок. И поэтому мы сталкиваемся с акушерской агрессией. Впервые об акушерской агрессии заговорили в 1953 году. Французский врач описал агрессию по отношению к африканским женщинам. И поговорили, на этом забыли, потому что, скажем, за границей, во многих странах, очень редко ты столкнешься с акушерской агрессией. И вот только недавно, последние буквально 20 лет, мы начали серьезно говорить об акушерской агрессии именно на территории постсоветских стран, и даже российский врач Родзинский из Санкт-Петербурга издал целую книгу для врачей, именно для медперсонала, который так и назвал акушерская агрессия, сравнивая тактику ведения беременности и родов на Западе, в других странах, развитых передовых странах, и с ведением беременности и родов на территории бывших постсоветских стран. Конечно, его за это по головке не погладили, но тем не менее книжку забросили, и все продолжают работать практически так, как и раньше. К счастью, появляются многие прогрессивные врачи, которые, хотя и борются с системой, стараются выплыть на поверхность, и они действительно уже по некоторым городам, то там, мы уже видим прогрессивных врачей, которые стараются работать по принципам прогрессивной, как мы говорим, доказательной медицины.